Тайна завещания Холфорда. В свое время, как это, пожалуй, случается со многими людьми, я увлекся вопросами психологии, не слишком глубоко, скорее лениво и полюбительски, но все же достаточно для того, чтобы начать перелистывать странные и весьма туманные книги, где авторы пытались рассуждать о явлениях ума, души и чувств. Три эти области всегда казались мне особенно притягательными именно потому, что в самой их глубине человек, как я убежден, никогда не узнает больше того, что знает теперь, а знает он, по правде говоря, почти ничего. От подобных книг я постепенно перешел к многочисленным томам трудов Общества психических исследований, иногда сворачивая в сторону мысленной передачи, ясновидения и теософии, хотя последняя область так и осталась для моего простого, земного ума непроходимым туманом. И вот как-то раз, когда все эти странные материи занимали часть моего внимания, я спросил Хьюита, не встречалось ли ему за годы его необычной практики чего-нибудь такого, о чем с восторгом пишут в книгах о привидениях, двойниках, полтергейстах, ясновидящих и прочих загадочных явлениях. Ну, Брэд, я не могу сказать, что купался в сверхъестественном с таким рвением, как некоторые достойные господа, чьи рассказы ты, кажется, читаешь с большим терпением. Мои маленькие приключения, какими бы странными они ни выглядели на первый взгляд, почти всегда оказывались делами твердыми, земными и вполне объяснимыми. Правда, случалось одно другое, что, вероятно, заинтересовало бы твоих любителей психических загадок, но к их разочарованию почти все это в конце концов получало простое объяснение, иногда даже слишком простое. Однако был у меня один случай, действительно любопытный с психологической стороны, хотя и в нем нет ничего такого, что выходило бы за пределы известных научных возможностей. После этих слов Хьюит рассказал мне историю, которую я теперь передаю настолько точно, насколько позволяет память. Кажется, я уже упоминал в другом месте, что профессиональное начало Хьюита как частного расследователя было связано со знаменитым делом о завещании, известным как Бартли против Бартли и других. Именно тогда его прежние работодатели, фирма Креллан, Хант и Креллан, во многом благодаря его усилиям приобрели чрезвычайно высокую репутацию среди солиситоров. Прошло около 10 лет после того громкого процесса, когда старший мистер Креллан, глава фирмы, оставил дела и удалился в частную жизнь, а первое свидание Хьюита с ним после этой отставки, по странной случайности, снова оказалось связано с затруднением вокруг завещания. Телеграмма, которая вновь привела Хьюита к его бывшему начальнику, была короткой, но в ней чувствовалась та настойчивость, с какой пишут люди, не желающие тревожить без причины. «Можете ли вы немедленно приехать по частному делу? Я буду в Гилфорде. Встречу поезд в 11:35 от Ватерлоо. Если поедете позже или не сможете, телеграфируйте. Креллан». День оказался удобным. Дела Хьюита не требовали его немедленного присутствия, а до поезда оставалось еще добрых полчаса. Поэтому он взял небольшую дорожную сумку, которая всегда стояла у него готовой на случай внезапной поездки с возможной ночевкой вне дома, и вскоре уже прибыл на вокзал Ватерлоо. К 12:30 он вышел на станции Гилфорд, где его уже ожидал мистер Креллан, бодрый беловолосый старик в очках с золотой оправой, и рядом с ним стоял закрытый экипаж. «Как поживаете, мистер Хьюит? Очень рад, что вы приехали так быстро. Право, очень рад. Я боялся, что мое приглашение застанет вас в самый неудобный час». Старый джентльмен крепко пожал руку Хьюиту и почти сразу повел его к экипажу, словно боялся потерять драгоценные минуты. «Дождя нет, и, может быть, вы предпочли бы что-нибудь более открытое. Но я велел подать закрытый экипаж, потому что мне нужно поговорить с вами без посторонних ушей. Последние годы я здесь почти прозябаю, мистер Хьюит, и до такой степени отвык от всего необычного, что всякая мелочь уже волнует меня сильнее, чем следовало бы. Я уверен, что не смог бы спокойно дождаться, пока мы доберемся до дома. Мне и так было нелегко держать все это при себе». Дверца экипажа захлопнулась, колеса покатились по дороге, и только тогда мистер Креллан положил руку на колено Хьюита, понизив голос почти до доверительного шепота. «Надеюсь, я не оторвал вас от каких-нибудь важных дел. Мне было бы неприятно узнать, что я заставил вас бросить работу из-за стариковской тревоги». Нет, вы выбрали самое удачное время. Я даже подумывал устроить себе сегодня маленький отдых, но ваша телеграмма изменила эти планы. Да, телеграмма.
Признаюсь, едва она ушла, мне почти стало стыдно, что я ее послал. Потому что в сущности все это, вероятно, окажется очень простым делом, в котором вы, возможно, ничем не сможете мне помочь. Несколько лет назад я бы не придал этому никакого значения, ровным счетом никакого, но, как я уже сказал, после отставки мой ум словно зарос мхом. Я стал вялым, нерешительным, почти растительным существом, и теперь пустяк способен вывести меня из равновесия, а иногда мне недостает энергии даже решить, идти ли к обеду. Но вы старый друг, Хьюит, и я уверен, что вы простите мне эту дерзость, если я вытащил вас сюда из-за вещи, которая вам, человеку дела, покажется смешной и слишком простой. Если бы я не знал вас так хорошо, я ни за что не позволил бы себе беспокоить вас подобным образом. Впрочем, довольно предисловий, я расскажу все по порядку. Вы припоминаете, Хьюит, чтобы я когда-нибудь упоминал в разговоре моего близкого друга, мистера Холфорда? Нет, что ж, это было давно, и, возможно, мне просто не случалось говорить о нем при вас. Он был превосходнейший человек, старик вроде меня, хотя, по правде сказать, на 2 или 3 года старше, мы дружили еще в молодости и одно время даже жили в одном доме. Я тогда был учеником у солиситора, а он изучал медицину в больнице Гая, и с тех пор между нами сохранилась та редкая дружба, которая переживает годы, перемены и разные жизненные дороги. Позднее он довольно рано оставил врачебную практику, потому что получил состояние и поселился здесь в доме, куда мы сейчас едем, в Уэтбери-Холле. Когда я сам вышел в отставку, то тоже перебрался сюда и устроился неподалеку, так что мы снова стали отличной парой старых приятелей, почти как в прежние годы. Так продолжалось до прошлого понедельника, то есть до позавчерашнего дня, когда мой бедный давний друг умер. Ему было уже 73 года, возраст почтенный, и, конечно, человек не может жить вечно, но, уверяю вас, Хьюит, эта смерть страшно выбила меня из колеи. Она словно сделала меня еще больше старым дураком, чем я был прежде и именно теперь, когда мне больше всего следовало бы сохранить ясную голову. А причина, по которой мне сейчас особенно нужна ясная голова, проста. Я не могу найти завещание бедного старого Холфорда. Поэтому я и решил воспользоваться вашей помощью. Я сам составлял это завещание для него много лет назад, и по нему был назначен единственным исполнителем его последней воли. Я совершенно убежден, что он не мог уничтожить этот документ, потому что всегда сообщал мне все, что касалось его дел и имущественных распоряжений. По сути, я был его единственным советником, и уверен, он непременно посоветовался бы со мной, прежде чем изменить свои намерения относительно наследства. Кроме того, есть обстоятельства, по которым я знаю, что он никак не мог желать умереть без завещания. И какие именно обстоятельства заставляют вас думать, что он никак не хотел умереть без завещания? Обстоятельства таковы: Холфорд был вдовцом и собственных детей у него не было. Его жена, умершая уже почти 15 лет назад, была превосходной женщиной, образцовой супругой, и будь у нее дети, она наверняка стала бы образцовой матерью. Но детей у них не было, и потому она удочерила маленькую девочку, бедное дитя, оставшееся сиротой всего в 2 года. Отец девочки, неудачливый делец по фамилии Гард, после внезапного и разорительного убытка потерял рассудок от отчаяния и покончил с собой. А его жена не перенесла потрясения, вызванного этим несчастьем, и вскоре тоже умерла. Ребенка, как я уже сказал, взяла к себе миссис Холфорд и вырастила как родную дочь. И для моего старого друга она с тех пор действительно стала дочерью во всем, кроме крови. Бедный старик не мог бы сильнее любить собственную дочь, а она, со своей стороны, не могла бы быть ему лучшей дочерью, чем была. Во время его последней болезни она оставалась при нем и днем, и ночью, пока сама почти не слегла от усталости, хотя, разумеется, при больном постоянно находилась сиделка. Так вот, по своему завещанию мистер Холфорд оставлял мисс Гард несколько больше половины своего весьма крупного состояния. Точнее говоря, она становилась наследницей остатка имущества после всех отдельных распоряжений,
и в итоге ее доля составляла приличную сумму. Остальное распределялось разными путями. Холфорд значительную часть свободного времени после ухода отдел посвящал научным занятиям. Поэтому в завещании были небольшие суммы для ученых обществ. Все слуги тоже были упомянуты. Мне он оставлял известное количество своих книг. Кроме того, довольно приличная денежная сумма предназначалась его племяннику, мистеру Кренли Мелису, единственному близкому родственнику мистера Холфорда, оставшемуся в живых. Теперь вы понимаете, что может означать потеря этого завещания. Мисс Гард, которая должна была получить большую часть имущества своего приемного отца, не сможет предъявить к наследству ни малейшего требования. Ее просто вытолкнут в мир без единого пенни, а один или два очень старых слуг тоже окажутся в тяжелом положении, без средств к жизни и почти без надежды снова найти работу. Значит, если завещание так и не найдется, все имущество перейдет к племяннику. Разумеется, если только я не попытаюсь доказать действительность черновой копии завещания, которая, возможно, где-нибудь сохранилась у меня. Но даже если такая копия у меня есть и я сумею ее найти, это повлечет за собой долгую и дорогую тяжбу, а исход, скорее всего, окажется не в нашу пользу. Вы говорите, что совершенно уверены. Мистер Холфорд сам не уничтожил завещание. Совершенно уверен, он никогда не сделал бы этого, не сказав мне. Более того, я уверен, что он прежде посоветовался бы со мной. Кроме того, он ни при каких обстоятельствах не мог желать оставить мисс Гард без гроша, ведь это было бы все равно, что лишить наследства единственную дочь. Вы часто виделись с мистером Холфордом в последние недели, особенно во время его болезни. С тех пор, как я поселился здесь, едва ли проходил хотя бы один день, чтобы я его не видел. А во время болезни, которая продолжалась целый месяц, я навещал его ежедневно. И все это время он ни разу не говорил об уничтожении завещания или о желании изменить прежние распоряжения. Ничего подобного. Напротив, вскоре после первого приступа, кажется, в тот самый день, когда я впервые застал его в постели, он сам заговорил об этом. Сначала он рассказал мне, как себя чувствует, а потом сказал: «Все устроено так, как я хотел, если вдруг я не выберусь». Для меня эти слова могли означать только одно: его завещание все еще существовало и по-прежнему выражало его настоящую волю. Да, пожалуй, так и кажется. Но адвокат другой стороны, если предположить, что такая сторона появится, мог бы с тем же успехом истолковать эти слова иначе. Он сказал бы, что мистер Холфорд как раз хотел умереть без завещания и уничтожил документ, чтобы все оказалось устроено так, как он теперь желал. Но чего именно вы хотите от меня, мистер Креллан, чтобы я нашел завещание? Конечно, если это возможно. Мне показалось, что вы с вашей ясной головой сумеете лучше меня понять, что произошло и кто за этим стоит. Потому что если завещание унесли, значит, кто-то должен был его унести. Это кажется вероятным. Вы уже рассказали кому-нибудь о своем затруднении. Ни одной живой душе. Я приехал сюда сразу, как только смог после смерти мистера Холфорда, и мисс Гард передала мне все ключи. Поскольку я был назначен исполнителем завещания, а случай сам по себе необычный, я хотел убедиться, что все находится в порядке. Как вы знаете, имущество юридически переходит под ответственность исполнителя с момента смерти завещателя. Так что я отвечал за все, хотя, конечно, если завещания нет, то я уже не исполнитель. Но мне показалось разумнее сохранить эту трудность при себе, пока я не посоветуюсь с вами. Совершенно правильно. Насколько я понимаю, это уже Уэтбери-Холл, тот самый дом, о котором вы говорили. Экипаж уже миновал сторожку у ворот и теперь катился по широкой подъездной аллее к красивому старинному дому из красного кирпича. Тяжелые каменные наличники, выступающие карнизы и строгие линии фасада выдавали в нем английскую усадьбу начала XVIII века. Основательную, холодноватую и полную старой, молчаливой памяти. Да, это он. Думаю, мы сразу пройдем в кабинет. Там я смогу объяснить вам все подробности. Кабинет покойного мистера Холфорда сам рассказывал о привычках и интересах своего владельца лучше всяких слов.
Это было нечто среднее между библиотекой и научной лабораторией, где спокойный запах старых книг смешивался с острым, сухим духом химических принадлежностей. На полках и в шкафах стояли многочисленные книги, а рядом с ними виднелись патологические образцы в спирту, несколько реторт и пробирки, оставленные на письменном столе. В стеклянном футляре лежала окаменевшая ящерица, словно маленький доисторический призрак, застывший среди всех этих книг, приборов и следов человеческого любопытства. А в углублении между двумя книжными шкафами стояло тяжелое старомодное бюро из красного дерева. Вот в этом бюро мистер Хьюитт, мистер Холфорд держал каждый документ, который имел хоть какую-нибудь важность или ценность. Я видел это сотни раз, и он всегда уверял, что бюро надежно ничуть не меньше любого железного сейфа. Возможно, это было не совсем так, но бюро действительно чрезвычайно тяжелое и крепкое. Попробуйте сами. Хьюитт откинул переднюю крышку бюро и выдвинул ящик, который мистер Креллан предварительно отпер для осмотра. Цельное испанское красное дерево, толщиной в дюйм, тяжелое, твердое и хорошо выдержанное. Сейчас таких вещей уже почти не делают. Замок патентованный, фирмы Чап, ранний образец, но открыть их отмычкой было бы нелегко, разве что при помощи порохового взрыва. Если на этом бюро нет следов повреждения, значит, его не взламывали и не пытались вскрыть силой. Так вот, как я уже сказал, именно здесь мистер Холфорд хранил свое завещание. Я часто видел его, когда мы бывали здесь вместе, и лежало оно вот в этом ящике, верхнем справа. Само завещание занимало всего один большой канцелярский лист, сложенный в несколько раз, и хранилось в синем конверте. Когда вы сами в последний раз действительно видели это завещание? Я видел его в руках моего друга за 2 дня до того, как он слег. Он просто поднял его из ящика, чтобы достать какую-то другую бумагу, потом положил обратно и снова запер ящик. Разумеется, в доме есть и другие ящики, бюро, шкафы и тому подобные места. Полагаю, вы тщательно все осмотрели. Уверяю вас, я перевернул в доме каждое возможное хранилище, где только могло оказаться это завещание, и не нашел ни малейшего следа. О тайных ящиках вы, конечно, тоже подумали. В старых бюро такие вещи встречаются чаще, чем принято думать. Да, в этом бюро есть 2 тайных ящика, о которых я всегда знал, вот они. Мистер Креллан нажал большим пальцем на перегородку среди маленьких отделений в задней части бюро, и снизу внезапно выскочила узкая полоска красного дерева. За ней открылись 2 неглубоких ящика с маленькими костяными защелками вместо ручек, аккуратные, скрытые и совершенно пустые. Там ничего нет, совершенно ничего, а этот другой ящик, как я уже говорил, был тем самым местом, где хранилось завещание. Все прочие бумаги, которые лежали в том же ящике, находятся здесь, как обычно, исчезло только оно. Кто-нибудь еще знал, где мистер Холфорд держал свое завещание? Думаю, все в доме, он был человек открытый, прямой и не любил устраивать тайны там, где не видел для них причины. Его приемная дочь знала, дворецкий знал, и не было абсолютно никаких оснований, чтобы остальные слуги этого не знали. Вероятно, они тоже знали. Прежде всего мы должны совершенно убедиться, что в этом бюро нет других тайных отделений. Заприте дверь, на случай, если кто-нибудь войдет. Хьюитт вынул из бюро каждый ящик и внимательно осмотрел каждую его часть, прежде чем отложить в сторону. Затем он достал маленький серебряный циркуль и карманную линейку из слоновой кости и принялся исследовать тяжелый корпус дюйм за дюймом. Он измерял, сравнивал, простукивал дерево, складывал и вычитал размеры, словно перед ним было не старое бюро, а хитроумная машина. Наконец он поднялся на ноги, и по его спокойному лицу было видно, что этот вопрос для него решен окончательно. Нет, здесь совершенно точно ничего не спрятано. По крайней мере, в самом бюро больше нет места, которое могло бы нас обмануть. Ящики снова поставили на место, и мистер Креллан предложил пообедать, но по совету Хьюитта легкий обед подали прямо в кабинет. Итак, пока мы приходим вот к чему. Либо мистер Холфорд уничтожил свое завещание, либо он необычайно надежно его спрятал, либо кто-то его похитил.
Первую возможность вы, насколько я понимаю, не принимаете. Я ни на мгновение не верю, что это вообще возможно. Я уже объяснил вам почему. И кроме того, я слишком хорошо знал Холфорда. По тем же причинам я уверен, что он и не прятал завещание. Хорошо, значит, кто-то его похитил. Остается вопрос, кто именно? Именно так, другого объяснения у меня пока нет, хотя и это объяснение пока кажется мне почти невозможным. На первый взгляд мне кажется, что каждый человек в этом доме был прямо и лично заинтересован в сохранении завещания. Слугам, как вы говорите, всем что-то оставлено, а без завещания они, разумеется, все теряют. Мисс Гарт заинтересована в существовании завещания больше всех. Единственный человек, о котором я пока слышал и который выигрывает от его исчезновения или уничтожения, это племянник, мистер Меллис. Других родственников, которые получили бы выгоду, если мистер Холфорд умер без завещания, нет. Ни одного, насколько мне известно, близких родственников больше не осталось. Тогда скажите прямо, что вы сами об этом думаете? Есть ли у вас какие-нибудь подозрения? Пожалуй, у меня не больше права подозревать кого-либо, чем у вас. Конечно, если уж говорить о подозрениях, они могут указывать только в одну сторону. Мистер Меллис – единственный человек, который получает выгоду от исчезновения этого завещания. Совершенно верно. А теперь расскажите, что вы о нем знаете, не упуская даже тех мелочей, которые кажутся вам неважными. Я знаю этого молодого человека не слишком хорошо, и должен признаться, он никогда особенно мне не нравился. Он, кажется, довольно способный малый. Некоторое время назад его приняли в адвокатское сословие, а после этого он, насколько мне известно, изучал медицину. Вероятно, он хотел подготовить себя к практике в области судебной медицины, где знание права и медицины может оказаться весьма полезным. Мне говорили, что он проявлял большой интерес к научным исследованиям моего старого друга. Во всяком случае, сам он уверял, что интересуется ими искренне. Впрочем, возможно, он больше думал о состоянии своего дяди, чем о научных опытах и рассуждениях. Потом между ними произошла небольшая размолвка из-за какого-то медицинского вопроса. Я не знаю всех подробностей, но мистер Холфорд возражал против чего-то. Кажется, речь шла о методе исследования или чем-то в этом роде, и Холфорд считал его опасным и неподобающим для настоящего профессионала. Открытого разрыва между ними, поймите, не было, но визиты Мелиссы стали заметно реже, и между ними появилась холодность. Где мистер Меллис находится сейчас, если вы это знаете? Мне важно понять, насколько близко он был к дому в последние дни. Полагаю, в Лондоне. По крайней мере, именно туда он должен был вернуться. Был ли он в этом доме между тем днем, когда вы в последний раз видели завещание в ящике, и вчерашним днем, когда вы не смогли его найти? Только один раз он приезжал навестить дядю за 2 дня до его смерти, то есть в прошлую субботу, и пробыл здесь недолго. Вы сами видели его во время этого визита или знаете об этом только со слов домашних? Да, он вошел в комнату всего на несколько минут, потому что посетителям не позволяли оставаться долго. Немного поговорил с дядей и потом уехал обратно в город. Он больше ничего не делал и ни с кем больше не виделся, насколько вам удалось заметить. Когда он уходил, мисс Гарт вышла из комнаты вместе с ним, и судя по тому, сколько времени ее не было, думаю, они немного поговорили перед его отъездом. Но что именно между ними было сказано, я не знаю. Вы уверены, что тогда он действительно уехал, а не задержался где-нибудь поблизости? Да, я видел его на подъездной аллее, когда взглянул из окна. Вы сказали, что с начала болезни мистера Холфорда все ключи находились у мисс Гарт. Да, до вчерашнего дня, когда она передала их мне, сиделка, надо сказать, женщина довольно вспыльчивая и все время ревновавшая к присутствию мисс Гарт в комнате больного, не раз ворчала из-за того, что за каждой вещью приходилось обращаться к ней. И нет никаких сомнений, что бюро все это время оставалось запертым. Никаких. Я спрашивал об этом мисс Гарт, как и о многих других вещах,
хотя не объяснял ей, зачем мне нужны эти сведения. Как мистер Меллис и мисс Гарт относятся друг к другу? Они дружны. О, да. Более того, некоторое время назад мне даже казалось, что Меллис склонен ухаживать за ней вполне серьезно. Возможно, она ему действительно нравилась, а возможно, его привлекали те ожидания, которые были связаны с ее будущим наследством. Во всяком случае, ничего определенного из этого пока не вышло. Но должен сказать, строго между нами, я не раз замечал в мисс Гарт явное волнение, может быть даже робость, когда мистер Меллис находился рядом. Впрочем, это едва ли имеет значение. Ей теперь 24 года, и она вправе поступать так, как считает нужным. Хотя если бы мое слово что-нибудь решало в этом деле, впрочем, не будем об этом. Насколько я понимаю, вы давно знаете мисс Гарт и можете судить о ее характере не по одному сегодняшнему разговору. Боже мой, конечно, я еще 20 лет назад качал ее на колени, и всю жизнь она звала меня дядей Леонардом. Тогда, думаю, нам следует хотя бы сообщить мисс Гарт о пропаже завещания. Когда эти тарелки уберут, пусть она зайдет сюда на несколько минут. Я сам пойду и попрошу ее, думаю, так будет мягче, чем если ее позовет слуга. Мистер Креллан позвонил, дождался, пока слуга уберет со стола, а затем вышел из кабинета, чтобы привести мисс Гарт. Через несколько минут он вернулся вместе с молодой женщиной. Она была тонкая, очень бледная и, без сомнения, в обычное время могла бы показаться довольно хорошенькой. Но теперь горе, тревога и бессонные ночи лишили ее лицо свежести, глаза были печально воспалены, а движения выдавали утомленную нервность. Когда за ее спиной ветер резко хлопнул плохо закрытой створкой окна, она вздрогнула и машинально подняла руку к голове. «Садитесь сейчас же, моя дорогая, садитесь. Это мистер Мартин Хьюитт, которого я позволил себе пригласить сюда, чтобы он помог мне в одном очень важном деле. Дело в том, моя дорогая, что я не могу найти завещание вашего бедного отца». Я так и подумала, когда вчера вы расспрашивали меня о бюро. Разумеется, моя дорогая, мне не нужно объяснять, насколько серьезным это может оказаться для вас, если завещание так и не будет найдено. Поэтому я прошу вас постараться ответить мистеру Хьюитту на все, что он захочет узнать, как можно точнее и не упуская ни одной мелочи. Я почти уверен, что если завещание вообще можно найти, он найдет его для нас. Мисс Гарт, я правильно понимаю, что все последнее время болезни мистера Холфорда ключи от этого бюро оставались у вас, а само бюро было заперто? Да, все верно. Все это время ключи оставались у меня, и бюро, насколько я знаю, никто не открывал. Вам самой случалось подходить к бюро и открывать его, хотя бы по просьбе мистера Холфорда или по какой-нибудь домашней необходимости? Нет, я к нему не прикасалась. У меня не было ни причины, ни желания открывать это бюро. Значит, насколько вы можете судить, бюро никто не отпирал с того момента, как мистер Холфорд передал ключи вам, и до того времени, когда вы отдали их мистеру Креллану. Да, я в этом уверена. По крайней мере, мне неизвестно ничего, что могло бы заставить думать иначе. Очень хорошо. А теперь скажите, есть ли во всем доме или где-нибудь на участке такое место, где завещание могло бы быть спрятано? Я уверена, что здесь нет такого места, о котором мистер Креллан не знал бы. Дом, как я заметил, старый. Не знаете ли вы каких-нибудь тайников в самой постройке, потайных дверей, подвижных панелей, пустот в дверных рамах или чего-нибудь подобного? Нет, насколько мне известно, во всем здании нет ни одного такого места, а я прожила здесь почти всю жизнь. Вы знали содержание завещания мистера Холфорда и понимаете, что может означать для вас его исчезновение? Да, прекрасно понимаю. Если завещание не найдется, мое положение станет совершенно иным. Теперь я должен попросить вас очень внимательно подумать. Вернитесь мысленно к 2 или 3 дням перед началом болезни мистера Холфорда. Постарайтесь вспомнить, не было ли с того времени до сегодняшнего дня какого-нибудь факта, случая, слов или намека, хоть как-то связанного с завещанием или с чем-то вокруг него. Я не помню, чтобы кто-нибудь вообще говорил о завещании, если не считать сиделки, она женщина довольно обидчивая и резкая.
Раз или два она позволяла себе намекать, будто моя тревога в последние дни была главным образом тревогой о деньгах моего бедного отца. И еще однажды, когда я сделала для него какую-то мелочь, отец, я всегда называла его отцом, сказал, что не забудет этого. Или кажется, что я буду вознаграждена, что-то в этом роде. Больше я не могу вспомнить ничего, что хотя бы отдаленно касалось завещания. Значит, мистер Меллис ничего о завещании не говорил. Ни прямо, ни намеком. Мисс Гард слегка изменилась в лице, будто этот вопрос коснулся не только памяти, но и чего-то более личного. Однако ответила она спокойно. Нет. Я только проводила его до дверей, и между нами не было никакого разговора о завещании. Благодарю вас, мисс Гард. Пока я больше не стану вас тревожить. Но если в течение ближайших часов вы вспомните что-нибудь еще, даже на первый взгляд незначительное, это может оказаться для нас очень важным. Мисс Гард тихо поклонилась и вышла. Мистер Креллан закрыл за ней дверь и вернулся к Хьюиту с выражением человека, которому не стало спокойнее. Это не слишком продвинуло нас вперед. Чем очевиднее кажется, что до завещания никто не мог добраться, тем труднее становится наше положение с юридической точки зрения. Что же нам теперь делать? Сиделка все еще находится в доме или уже покинула Уэтбери-Холл после смерти мистера Холфорда? Да, насколько мне известно, она все еще здесь и пока не собиралась уезжать. Тогда я хотел бы поговорить с ней, желательно сразу, пока мы еще держим все обстоятельства в памяти. Сиделка явилась по вызову мистера Креллана. Это была женщина лет 45, с резкими чертами лица и тем самоуверенным видом, какой нередко бывает у людей, привыкших распоряжаться в больничной комнате. Она села на предложенный стул, выпрямилась и стала ждать вопросов Хьюита, не скрывая, что считает себя человеком, которого нельзя легко смутить. Вы ухаживали за мистером Холфордом с самого начала его последней болезни, миссис Тертон. С 24 октября, сэр, с самого начала серьезного ухудшения, когда меня и пригласили в дом. Вы присутствовали в комнате, когда мистер Меллис приходил навестить своего дядю в прошлую субботу. Да, я была там и все это хорошо помню, потому что такие визиты в комнате больного трудно не заметить. Вы можете рассказать, что тогда произошло, хотя бы в общих чертах и без того, что считаете личным. Что именно этот джентльмен говорил мистеру Холфорду, я, разумеется, не знаю. Это было не мое дело и не для моих ушей. Мистер Креллан был там и знает ровно столько же, сколько я, да и мисс Гард тоже. Я знаю только, что мистер Меллис пробыл несколько минут, а потом вышел из комнаты вместе с мисс Гард. Как долго мисс Гард отсутствовала после того, как вышла вместе с мистером Меллисом? Точно не скажу. Минут 10, может быть, 15, но для простого прощания это показалось мне довольно долгим. Теперь, миссис Тертон, я хочу, чтобы вы сообщили мне по секрету одну важную вещь. Слышали ли вы когда-нибудь во время болезни мистера Холфорда, чтобы он говорил о своих желаниях относительно имущества, если умрет? Сиделка резко вздрогнула и пристально посмотрела сначала на Хьюита, потом на мистера Креллана и снова на Хьюита. Вы имеете в виду завещание, сэр? Если так, то лучше говорить прямо. Да, именно завещание. Он упоминал его при вас или говорил что-нибудь похожее? Вы хотите сказать, что не можете найти завещание, верно? Предположим, что так, что тогда, что именно вы можете нам рассказать? Предположим, не годится. Я кое-что знаю о завещании, и я думаю, вы действительно не можете его найти. Уверен, миссис Тертон, если вы знаете что-нибудь о завещании, вы сообщите это мистеру Креллану в интересах справедливости. А кто защитит меня от злобы тех, кого я оскорблю, если расскажу вам то, что знаю? Все, что вы нам скажете, миссис Тертон, останется в строжайшей тайне, и источник наших сведений не будет раскрыт. В этом я даю вам слово чести, и едва ли нужно добавлять, я прослежу, чтобы из-за ваших слов вам не причинили никакого вреда. Значит, завещание все-таки пропало. Я могу понимать это именно так. Лицо Хьюита оставалось совершенно спокойным и непроницаемым, но на встревоженном лице мистера Креллана сиделка прочла ответ без всяких слов. Да, теперь я вижу, в чем дело.
Что ж, я знаю, кто его взял. И кто же это был, по вашим словам? Назовите человека прямо. Это была мисс Гарт. Я видела ее собственными глазами и не спутаю это ни с тенью, ни с чьей-то догадкой. Мисс Гарт, вздор, полный вздор. Вы, должно быть, ошиблись или приняли за нее кого-то другого. Может быть, для вас это и вздор. Может быть, это звучит как вздор, но это факт. Я видела, как она взяла его. Мистер Креллан только судорожно втянул воздух, словно слова сиделки ударили его сильнее, чем он ожидал, а Хьюит чуть подвинул стул ближе. Если вы действительно видели, как она его взяла, тогда, разумеется, сомнений быть не может. Он говорил мягко, почти без нажима, но при этом внимательно следил за каждым движением ее лица. Я говорю вам, что видела, как она его взяла. Что было в этом документе и какая у нее была цель, я не знаю. Но он ведь лежал в этом бюро, не так ли? Да, вероятно. Во всяком случае, именно там, по словам мистера Креллана, он должен был находиться. В верхнем правом ящике, если я правильно помню то, что видела. Да, именно так. Продолжайте и не пропускайте подробностей. Белая бумага в синем конверте, сложенная как важный канцелярский документ. Да, именно так. Продолжайте, миссис Тертон. Теперь каждая подробность имеет значение. Тогда я видела именно это, как уже сказала. Она открыла тот ящик у меня на глазах, вынула конверт и снова заперла ящик. Мистер Креллан растерянно повернулся к Хьюиту, но Хьюит не отвел взгляда от лица сиделки. Когда это произошло и при каких обстоятельствах? Постарайтесь вспомнить не только время, но и то, зачем вы оказались рядом. Это было в субботу вечером, уже довольно поздно. Все в доме легли спать, кроме мисс Гарт и меня, а она перед этим спускалась в столовую за какой-то вещью. Мистер Холфорд спал, и мне нужно было снова наполнить бутылку водой, поэтому я взяла ее и вышла. Когда я проходила мимо дверей этой комнаты, той самой, где мы сейчас сидим, я услышала шум и заглянула внутрь, потому что дверь была открыта. На столе стояла свеча, ее оставили здесь еще раньше вечером, и при этом свете я ясно увидела мисс Гарт у бюро. Она открывала верхний правый ящик, вот этот самый ящик. Миссис Тертон резко указала пальцем на бюро, почти с ненавистью, будто старый предмет мебели был ее личным врагом. Я видела, как она вынула оттуда большой синий канцелярский конверт, а поскольку клапан был открыт, внутри была видна белая бумага. Потом она закрыла ящик, заперла его и вышла из комнаты с конвертом в руке. И что вы сделали после этого? Вы окликнули ее или решили не выдавать себя? Я поспешила дальше, а она вышла, не заметив меня, и пошла в противоположную сторону к маленькой лестнице. Может быть, она ходила во сне. Иногда человек в таком состоянии действует совершенно осмысленно, но потом ничего не помнит. Ничего подобного. Почти сразу после того, как я вернулась в комнату мистера Холфорда, она тоже пришла туда и стала расспрашивать меня о лекарстве. Впрочем, это было не впервые, должна сказать. Она очень любила вмешиваться в то, что относилось к моим обязанностям. Значит, вы совершенно уверены, что она не могла спать и действовала не как сомнамбула? Совершенно уверена. Она разговаривала со мной примерно минут 15 и хотела поцеловать мистера Холфорда, чем вполне могла его разбудить, прежде чем сама пошла спать. По правде говоря, у нас из-за этого даже вышло небольшое разногласие. Хьюит еще несколько секунд не отводил спокойного пристального взгляда от лица сиделки, словно взвешивал не только ее слова, но и ту злобу, с какой они были произнесены. Благодарю вас, миссис Тертон. После слов мистера Креллана мне едва ли нужно уверять вас, что ваше доверие не будет обмануто. Думаю, это все, если только вам больше нечего нам сообщить. Больше ничего нет. Все, что я знала, я вам уже сказала. Миссис Тертон сухо поклонилась, поднялась со стула и вышла из комнаты, оставив после себя неприятное ощущение внезапно открытой грязной тайны. Скажите, миссис Тертон как-нибудь заинтересована в завещании? Нет, для нее там ничего нет. Видите ли, она появилась в доме совсем недавно. Хотя, может быть,
Ее заставила говорить ревность или что-то вроде того. Она кажется женщиной злобной, и, честно говоря, я ни на мгновение не могу поверить ее рассказу. Почему вы так уверены, что ее словам нельзя верить? Одной нелепости рассказа здесь, пожалуй, недостаточно. Потому что это нелепо. Зачем мисс Гард тайно проделывать все это, чтобы причинить вред самой себе и сделать себя нищей? И кроме того, она не из тех людей, кто спокойно говорит наглую ложь. Вы помните, она прямо уверила нас, что вообще не подходила к бюро ни с какой целью. Но у сиделки честная репутация, не так ли? Иначе ее едва ли пригласили бы в такой дом к тяжело больному человеку. Да, ее репутация превосходна. Судя по всем отзывам, она действительно очень надежная женщина, если не считать желания всеми распоряжаться. И еще привычки злиться, когда ей не дают делать все по-своему. Но, конечно, такие черты иногда заводят людей слишком далеко. Иногда заводят. Но подумайте вот о чем. Разве невозможно, что мисс Гард, совершенно увлеченная мистером Мелисом, решила, что совершает благородный поступок ради него? Она могла уничтожить завещание и отказаться от всех своих прав на имущество его дяди, думая, что тем самым приносит ему жертву. Преданные женщины, как вы знаете, иногда совершают именно такие поступки. Мистер Креллан уставился на Хьюита, потом опустил голову на руку и некоторое время сидел молча, явно пораженный этой мыслью. Да, такое бывает. Такое действительно бывает. Безумная глупость, конечно, но, признаюсь, это похоже на то, что она могла бы сделать. В ней столько чести и великодушия, что она способна пожертвовать собой, не подумав о последствиях. Но это ложь? Нет, вот в это я не могу поверить. Я не могу поверить, что она стала бы ради кого бы то ни было говорить такую огромную ложь, да еще с таким спокойным лицом. Что ж, это еще вопрос. Едва ли можно заранее определить, как далеко способна зайти женщина ради мужчины, которого любит. Кстати, я полагаю, мисс Гард нельзя назвать женщиной с сильным и твердым характером. Нет, этого в ней нет. Сама по себе она вряд ли сумела бы хорошо устроиться в мире. Она добрая маленькая душа, но очень нервная, а этот месяц тревоги, горя и бессонницы, кажется, совершенно ее надломил. Мистер Меллис, я полагаю, уже знает о смерти своего дяди и мог появиться здесь после известия. Да, я телеграфировал ему в его лондонские комнаты вчера, во вторник утром, сразу как только открылась телеграфная контора. Он приезжал сюда сегодня утром, я еще не успел вам об этом сказать, причем приехал раньше, чем я сам добрался до дома. Он, кажется, жил неподалеку, в Акеме и телеграмму переслали туда. Он виделся с мисс Гард, но остаться не мог, потому что ему нужно было вернуться в Лондон. Я встретил его на выезде, когда сам прибыл сюда, примерно в 11 часов. Разумеется, я ничего не сказал ему о том, что не могу найти завещание, но он, вероятно, скоро снова приедет и может начать задавать вопросы. Да, и раз уж мы заговорили об этом, вы, конечно, можете говорить с мисс Гард очень близко и доверительно. О, да, конечно. Я ведь уже говорил вам, какие мы старые друзья, и она привыкла доверять мне с самого детства. Я хотел бы, чтобы при удобном случае сегодня вы поговорили с ней наедине, но ни в коем случае не упоминали завещание. Постарайтесь осторожно и деликатно понять, в каких отношениях она находится с мистером Мелисом. Принят ли он как жених, может ли стать им, или все это только предположение. Каков бы ни был ее ответ, думаю, по ее манере вы сумеете понять, как дело обстоит в действительности. Хорошо, я воспользуюсь первой же возможностью и постараюсь быть осторожным. А пока что нам делать? Боюсь, ничего особенного, разве что осмотреть прочую мебель так же тщательно, как мы осмотрели это бюро. Другие бюро, письменные столы, обычные столы и старые сундуки были осмотрены один за другим, но все это не принесло никакого результата. Лишь после ужина мистеру Креллану удалось найти удобный случай, чтобы осторожно заговорить с мисс Гард так, как просил Хьюит. Через полчаса он вернулся в кабинет, где ждал Хьюит, и выглядел теперь еще более озадаченным, чем прежде.
Между ними нет никакой помолвки, ни тайной, ни открытой, и, насколько я понял, никогда не было ничего подобного. Я действовал как можно осторожнее и дипломатичнее и все же выяснил, что Меллис когда-то действительно делал ей предложение, или нечто очень близкое к предложению. Но она отказала ему прямо и решительно. Вообще, если судить по ее словам и манере, чувство мисс Гард к нему скорее похоже на неприязнь, чем на привязанность. Это, пожалуй, пробивает довольно большую дыру в нашей теории о самоотверженной жертве, не правда ли? Мне придется все это обдумать и, вероятно, переспать с этой мыслью. Возможно, завтра вам все-таки придется прямо спросить мисс Гард, не она ли взяла завещание, хотя я надеюсь, что до этого не дойдет. Я тоже на это надеюсь, потому что она и без того совершенно измучена. Кстати, после утреннего визита Мелисса она вовсе не стала спокойнее. Но к тому времени завещание уже исчезло, если только мы правильно понимаем последовательность событий. Да, уже исчезла. В этом-то и состоит одна из самых неприятных сторон нашего положения. Так Хьюитт и мистер Креллан проговорили до позднего вечера, снова и снова перебирая каждую видимую возможность и всякий раз находя в ней больше затруднений, чем смысла. Домочадцы разошлись спать в 10 часов, а вскоре после этого мисс Гард пришла пожелать мистеру Креллану доброй ночи. Было решено, что и Мартин Хьюитт, и мистер Креллан останутся ночевать в Уэтбери-холле. Скоро в доме стало совершенно тихо. Тиканье высоких часов внизу, в холле, было слышно так ясно, будто часы стояли прямо в кабинете. Снаружи шел дождь, и капли ровно падали с карнизов и подоконников, отмеряя ночь мерными, глухими всплесками. Пробило 12, и мистер Креллан уже собирался предложить разойтись по комнатам, когда легкий звук шагов насторожил чуткое ухо Хьюитта. Он поднял руку, требуя тишины, и бесшумно подошел к дверям кабинета. Мистер Креллан последовал за ним, стараясь ступать как можно осторожнее. Над лестницей, в 7 или 8 ярдах от них, горел свет, и по ступеням спускалась мисс Гард в халате и мягких домашних туфлях. Она дошла до площадки, повернула и исчезла в коридоре, который уходил направо. Куда ведет этот коридор? Мне важно понять, куда она может направляться в такой час. К маленькой лестнице в другой конец дома. Ею обычно пользуются слуги и те, кто не хочет идти через главный холл. Идемте тихо, не спешите, и главное, не дайте ей услышать наши шаги. Хьюитт легко и почти неслышно двинулся за мисс Гард, а мистер Креллан пошел следом, все еще не понимая, чему именно они становятся свидетелями. Мисс Гард уже приближалась к противоположному концу коридора. Она шла довольно быстро и не смотрела ни вправо, ни влево, словно двигалась по заранее известной дороге. У маленькой лестницы тоже горел свет. Не колеблясь, мисс Гард повернула вниз, спустилась примерно до середины пролета и внезапно остановилась. Она положила руку на дубовую деревянную обшивку стенки. В тот же миг вертикальная часть панели, к которой она прикоснулась, повернулась на скрытых верхнем и нижнем шарнирах, открывая узкую нишу в стене. Тайник был около 3 футов высотой и чуть больше 6 дюймов шириной. Темный, тесный и будто созданный для того, чтобы хранить маленькие опасные секреты. Мисс Гард наклонилась и несколько секунд ощупывала дно этой ниши. Потом она резко выпрямилась, с выражением крайнего ужаса и волнения, но рука ее была пуста. Она опустилась прямо на ступени. Голова ее бессильно покачивалась из стороны в сторону, а на лбу выступили капли пота. Мистер Креллан хотел было броситься к ней, но Хьюитт с трудом удержал его, не позволяя выдать их присутствие раньше времени. Наконец мисс Гард поднялась, издав тяжелый, дрожащий вздох, постояла мгновение в нерешительности и затем спустилась по лестнице до самого низа. Там она снова остановилась, прижала руку к лбу, будто пытаясь собрать рассыпавшиеся мысли, потом повернулась и начала подниматься обратно. Хьюитт коснулся рукой своего спутника, и оба поспешно, но бесшумно вернулись по коридору к кабинету. Мисс Гард оставила потайную панель открытой, поднялась на верхнюю площадку и, не задерживаясь, прошла по коридору к главной лестнице. Хьюитт и мистер Креллан все еще наблюдали за ней из дверей кабинета. Наверху она повернула направо и поднялась еще на 3 или 4 ступени,
по направлению к своей комнате. Там она остановилась и задумчиво оперлась на перила. Поднимитесь наверх, как будто идете спать. Сделайте вид, что удивлены. Спросите, не нездорова ли она. И если сможете, осторожно повторите мой вопрос о тайниках в доме. Мистер Креллан кивнул и быстро пошел вверх по лестнице. На середине подъема он обернулся, словно только теперь заметил девушку, и заговорил с тревожной ласковостью. «Нелли, моя дорогая, что случилось? Тебе не здоровится или ты просто не можешь уснуть после всего пережитого?» «Нет, дядя, мне просто не очень хорошо, но это пустяки. Мне кажется, в комнате слишком душно, я почти не могу дышать, вот я и вышла на минуту». «Да нет же, сегодня вовсе не душно. Ты еще простудишься, моя дорогая. Иди и хорошенько выспись, не мучь свою умную маленькую голову тревогами. Мы с мистером Хьюитом совсем засиделись сегодня, но теперь я тоже отправляюсь спать». «Надеюсь, вас обоих устроили удобно, дядя. Мне было бы очень неприятно, если бы в доме чего-то не предусмотрели». «О, да, превосходно, превосходно. Мы говорили о делах, и без сомнения, скоро приведем этот вопрос в полный порядок. Кстати, после разговора с мистером Хьюитом ты случайно не вспомнила еще чего-нибудь, что могла бы ему сообщить?» «Нет, дядя, ничего нового я не вспомнила, хотя я старалась перебрать в памяти все, что только могла». «И ты все еще не можешь припомнить никаких тайников, панелей или чего-нибудь подобного в деревянной обшивке, в стенах или где-либо еще?» «Нет, я уверена, что ничего такого не знаю, и ни на минуту не верю, что здесь вообще есть подобные места. За все годы в этом доме я ни разу не слышала о них». «Ты совершенно в этом уверена, моя дорогая? Подумай еще раз, прежде чем отвечать». «Да, совершенно. Я сказала бы вам, если бы знала хоть что-нибудь подобное». «Хорошо. А теперь иди спать, иначе простудишься на этих сквозных площадках. Ну же, я не сдвинусь с места, пока не увижу, как за тобой закрылась дверь. Доброй ночи». «Доброй ночи, дядя. Постарайтесь тоже отдохнуть, вы сегодня очень устали». Мистер Креллан снова спустился вниз, и лицо его выражало такое полное недоумение, будто земля под ногами вдруг перестала быть твердой. «Я бы не поверил, Хьюит, положительно не поверил бы, что она способна сказать такую ложь, да еще с такой уверенностью. Боюсь, здесь кроется что-то глубокое и ужасное. Что все это значит?» Об этом поговорим позже. Сейчас важно не обсуждать ее слова, а осмотреть тот тайник, пока он оставлен открытым. Они снова, все так же осторожно, прошли к маленькой лестнице и при свете свечки внимательно осмотрели открытую нишу. Это была простая полость в стене, около 3 футов высотой, фут или чуть больше в глубину и всего 6 или 7 дюймов шириной. Дубовая часть обшивки, закрепленная на скрытых поворотных штырях сверху и снизу, стояла теперь ребром вперед, разделяя отверстие почти по центру. Внутри тайника не было совершенно ничего. Хьюит убедился, что никакой защелки там нет. Доска просто держалась закрытой потому, что плотно входила на свое место, и для открытия нужно было лишь надавить в нужную точку. Он уже закрыл панель и повернулся, чтобы что-то сказать мистеру Креллану, когда их прервало новое обстоятельство. На каждом этаже 2 лестницы соединялись коридорами, а нижний коридор от подножия той лестницы, где они стояли, вел прямо в главный холл. И теперь, среди громкого щелканья больших часов, Хьюит ясно уловил другой звук, словно кто-то осторожно переступил ногой на каменной ступени. Мистер Креллан тоже услышал это, и они молча переглянулись. Тогда Хьюит прикрыл пламя свечки ладонью и первым направился в холл, а мистер Креллан последовал за ним почти без дыхания. Там они остановились и несколько секунд слушали, хотя в этой напряженной тишине каждая секунда казалась бесконечно долгой. Потом звук повторился. Теперь сомнений быть не могло. Кто-то находился по другую сторону парадной дверцы. На быстрый шепот Хьюита мистер Креллан также поспешно ответил, что в темноте нет ни одного окна, из которого можно было бы разглядеть человека у парадной дверцы. Он добавил, что любой другой выход из дома будет столь же шумным, да еще заставит их обойти все здание кругом.
Парадная дверь была заперта на 3 тяжелых засова, огромный старомодный замок и массивную поперечную перекладину. Даже если бы все пошло гладко, открыть ее можно было не меньше, чем за минуту, но другого пути все равно не оставалось. Хьюитт решил попробовать. Он передал свечу мистеру Крилану и первым делом осторожно приподнял перекладину, рассчитывая, что это удастся сделать тише всего. Перекладина поддалась легко, и Хьюитт, действуя предельно осторожно, опустил ее на железный крюк почти без единого звука. Но в этот миг, взглянув на мистера Крилана, он заметил, что тот забыл прикрыть свечу ладонью. Луч света уже блеснул через полукруглое окно над дверью, а, вероятно, просачивался и через широкую щель у самого порога. Было поздно, свет, очевидно, заметили снаружи, и в ту же секунду послышался поспешный прыжок со ступеней, а затем короткий бег по гравию. Хьюитт рванул засовы один за другим, распахнул дверь и бросился в темноту, оставив мистера Крилана на пороге со свечой в руке. Хьюитта не было, может быть, 5 или 10 минут, но для мистера Крилана, стоявшего у входа в крайнем нервном напряжении, это время тянулось бесконечно. Он не понимал ни что происходит, ни что все это значит, и мрак перед домом казалось ему живой, полной скрытого движения и опасности. Наконец Хьюитт снова появился у дверей. Что это было? Вы видели его? Вы поймали кого-нибудь или он все-таки ушел? Хьюитт покачал головой, все еще прислушиваясь к темноте за дверью. У меня не было ни единого шанса. Вон там низкая стена, а сразу за ней начинается темная полоса деревьев, где человек легко мог исчезнуть в темноте. Но мне кажется, да, теперь я начинаю видеть путь сквозь это дело, хотя пока еще не готов утверждать это окончательно. Посмотрите сюда. На верхней ступени, под защитой крыльца, оставались мокрые отпечатки 2 ног. Хьюитт достал из кармана письмо, развернул его и осторожно наложил бумагу на более четкий из 2 следов. Он слегка прижал лист, поднял его и, когда дверь снова закрыли, достал карманные ножницы. С большой тщательностью Хьюитт обрезал бумагу вокруг влажного отпечатка, оставив в руке кусок, повторявший форму подошвы ботинка. Что ж, возможно, мы все-таки до чего-нибудь доберемся. Только я не буду сейчас ничего объяснять, потому что, строго говоря, я пока ничего не знаю. Надеюсь, на этом ночное представление закончено, хотя, должен признать, дело принимает довольно неприятный оборот. Сейчас нам, по-моему, остается только лечь спать. Кстати, при доме держат какого-нибудь рабочего человека, мастера на все руки. Да, он и садовник, и плотник, и ковры выбивает, и вообще делает все понемногу. Хорошо, где его владение? Где он держит лопаты, палки для выбивания ковров и прочие такие вещи? Кажется, в сарае возле каретного двора. Думаю, он обычно не заперт. Очень хорошо. Мы заслужили ночной отдых, и теперь им воспользуемся. На следующее утро, после завтрака, Хьюитт отвел мистера Крилана в кабинет. Сможете ли вы устроить так, чтобы мисс Гард сегодня утром вышла из дома на прогулку, и непременно с кем-нибудь? Я могу отправить ее верхом вместе с конюхом, если только она не сочтет, что ездить верхом так скоро после утраты будет не совсем прилично. Неважно, это подойдет. Отправьте ее сейчас же и проследите, чтобы она действительно уехала. Сошлитесь на распоряжение врача, скажите, что это необходимо ради ее здоровья, придумайте что угодно. Мистер Крелан вышел, пустил в ход все свое влияние, и через полчаса мисс Гард действительно покинула дом. Когда мистер Крелан вернулся в кабинет, Хьюитт стоял у окна и смотрел на подъездную аллею с выражением спокойного ожидания. Я сегодня поднялся довольно рано и, между прочим, отправил телеграмму в Лондон. Если мои глаза меня не обманывают, сейчас по аллее идет мальчик в фуражке, по всей видимости, телеграфный посыльный. Да, это он, вероятно, мой ответ. Через несколько минут в кабинет внесли телеграмму. Хьюитт быстро прочел ее, затем поднял глаза на мистера Крилана и задал вопрос так спокойно, будто уже ожидал именно такого ответа. Ваш знакомый мистер Меллис, насколько я понял, вчера утром собирался ехать прямо в Лондон. Да, именно так он сказал. По крайней мере, я не имел никаких оснований думать иначе. Тогда прочтите это. Думаю, содержание телеграммы несколько изменит положение.
Мистер Креллан взял телеграмму, поднес ее ближе к глазам и прочел короткие строчки, от которых его лицо заметно вытянулось. Меллис не ночевал вчера в своих комнатах. Уже несколько дней находится за городом. Кирет. Кто такой Кирет? Имя мне незнакомо, а сообщение, признаться, звучит довольно тревожно. Парень из моей конторы, смышленый малый и достаточно надежный, чтобы быстро проверить такую вещь. Как видите, Меллис вовсе не поехал в город, во всяком случае, не ночевал там, где должен был бы ночевать. Более того, я начинаю думать, что он был гораздо ближе к этому дому, чем мы предполагали. Вы говорили, что у него была размолвка с дядей из-за каких-то научных занятий, которые старик считал опасными и непрофессиональными, верно? Да, именно так. Насколько я знаю, все началось с какого-то метода исследования, который Холфорд счел недопустимым. Тогда ключ ко всей тайне завещания находится в этой комнате. В этой комнате? Где же именно? Здесь все уже осмотрено, и я решительно не понимаю, куда еще можно смотреть. Вот там, на полках с научными книгами, иногда ключ к преступлению лежит не в ящике, а в голове преступника. Хьюитт указал на книжные шкафы, и мистер Креллан машинально повернулся туда. Но по его лицу было видно, что смысл этих слов от него ускользает. Прочтите внушающую терапию Бернгейма, затем 1-2 книги Гиденгайна и Бьорнстрёма, и тогда многое станет для вас яснее, чем сейчас. Но это заняло бы слишком много времени, а нам нужно двигаться быстрее. Впрочем, кто это там? Кажется, к дому подъезжает кто-то в наемном экипаже. Да, вы правы. Сейчас посмотрю, это Кренли Меллис. И, признаться, его появление сейчас мне совсем не нравится. Вот как. Тогда, думаю, он некоторое время нас не потревожит. Готов поспорить на что угодно, что он сперва пойдет один к маленькой лестнице и попробует открыть тот самый тайник. Если вы пройдете немного по коридору, то сможете его увидеть. Хотя это едва ли сейчас важно. Я вижу, вы все равно пока не понимаете, к чему я веду. Не понимаю ни в малейшей степени. Признаюсь, все это становится для меня еще более странным. Я уже назвал книги, где вы могли бы прочесть объяснение, но для нашей нынешней цели это слишком долгий путь. Суть, насколько я вижу, достаточно ясно изложена в той энциклопедии, что стоит в углу. Я оставил закладку в 7-м томе. Будьте добры, откройте его на отмеченном месте и посмотрите сами. Мистер Креллан, все еще сомневаясь и ничего не понимая, взял тяжелый том, книга легко раскрылась на отмеченной странице. И в том месте, где она раскрылась, лежал большой синий канцелярский конверт. Старый джентльмен медленно взял конверт, вынул из него белый лист и застыл, переводя взгляд с бумаги на Хьюитта и снова на бумагу. Потом том соскользнул с его колен, а сам он, словно забыв, как дышать, наконец выдавил из себя слова. Да ведь это завещание. Это же настоящее завещание Холфорда. Именно так я и предполагал. Теперь, по крайней мере, у нас есть твердая почва под ногами. Хьюитт успел подхватить падающую книгу и аккуратно удержал ее раскрытой, словно эта страница была теперь не менее важна, чем сам найденный документ. Только не потеряйте это место в энциклопедии. Прочтите название статьи, что там написано. Мистер Креллан рассеянно посмотрел на заголовок, все еще держа перед собой завещание, словно боялся, что оно снова исчезнет. Гипнотизм – вот значит, о чем вы все это время думали, пока я искал объяснение совсем в другом месте. Именно. Гипнотизм – опасная и страшная сила, если она оказывается в руках человека без совести. Но как? Я все еще не понимаю. Это ведь действительно завещание, не копия, не подделка. Посмотрите внимательно. Вы знаете этот документ лучше меня и сразу заметите, если с ним что-нибудь не так. Мистер Креллан снова развернул лист, пробежал глазами по строчкам, подпись свидетелей и знакомые особенности бумаги, которые мог узнать только человек, сам составлявший этот документ. Да, это несомненно оно. Это настоящее завещание. Но откуда оно взялось? Оно ведь не лежало все это время в этой книге. Нет, я ведь сказал, что сам положил его туда вместо закладки. Но мое объяснение будет понятнее,
если сначала я прочту вам несколько строк из этой статьи. Послушайте внимательно. Хотя гипнотизм способен приносить пользу, когда применяется врачами правильно и добросовестно, в руках неумелого или нечестного человека он становится крайне опасным оружием. Известны случаи, когда преступления совершались людьми, находившимися под гипнотическим воздействием. Так же, как загипнотизированный человек становится чрезвычайно восприимчивым и потому способен принимать полезные внушения, почти так же легко он может принять внушение злое. Вполне возможно внушить человеку под гипнозом, что после прекращения этого воздействия он должен совершить определенный поступок. И в назначенное время он выполнит этот поступок почти автоматически, действуя так, словно его собственная воля временно отстранена. Подобные внушения могут быть сделаны так, что в обычном состоянии человек не будет иметь о них ни малейшего представления. Но когда наступит назначенный момент, он все же выполнит приказ, сам не понимая истинной причины своих действий. В случае полного гипнотического состояния человек впоследствии совершенно не помнит, что с ним происходило. А люди, чья воля или нервная сила ослаблены страхом, горем или другими подобными причинами, могут быть загипнотизированы даже без их согласия. Вот теперь скажите, мистер Креллан, что вы из этого заключаете? Вы хотите сказать, что мисс Гарт была загипнотизирована Кренли Мелисом? Я думаю, именно так и было. Больше того, теперь я почти уверен, что это единственное объяснение, которое связывает все странные обстоятельства в одну цепь. Обратите внимание, во время 2 последних визитов Мелисса он всякий раз оставался с мисс Гарт наедине хотя бы на короткое время. И каждый раз вечером после такого визита она совершала поступок, о котором потом ничего не знала, причем оба поступка были связаны с исчезновением завещания. А завещание, как вы понимаете, было единственным препятствием между мистером Мелисом и всем состоянием его дяди. Кто мог быть в более слабом нервном состоянии, чем мисс Гарт за последние недели? Упадок сил, бессонница, болезнь отца, страх потери – все это делало ее особенно уязвимой. Вспомните также визит в прошлую субботу. Мисс Гарт сказала, что только проводила Мелисса до двери, но и вы, и сиделка заметили, что их не было довольно долго. Я полагаю, именно тогда она забыла все, что произошло между ними, потому что Меллис загипнотизировал ее и внушил ей определенное действие. Он внушил ей, что той же ночью, уже после его отъезда, когда никто не сможет заподозрить его, она должна взять завещание мистера Холфорда. И затем, в такой час, когда ее движения всего меньше могли быть замечены, спрятать это завещание в тайнике, известном только ему. Боже мой, какой негодяй! Вы действительно думаете, что он мог сделать все это? Не только думаю. Я полагаю, что вчера утром он приезжал сюда, пока вас не было, именно для того, чтобы достать завещание из тайника. Сам тайник, вероятно, он обнаружил случайно во время одного из прежних визитов. Насколько я понимаю, в целом он бывал здесь довольно часто. Обнаружив такое место, он сохранил знание при себе, на случай, если однажды оно окажется полезным. Вчера, не найдя завещания в нише, он, по-видимому, снова загипнотизировал мисс Гарт и внушил ей новую задачу. На этот раз она должна была в полночь взять завещание из того места, куда сама его положила, и передать Мелису под парадной дверью. Так это он был тем человеком, за которым вы бросились через двор прошлой ночью. В этом я почти уверен. Если бы у нас был ботинок мистера Мелисса, мы могли бы сравнить подошву с тем бумажным отпечатком, который я вырезал в холле. Но поскольку завещание уже найдено, такая проверка едва ли необходима для практической стороны дела. Теперь, как я ожидаю, он снова пойдет к тайнику у маленькой лестницы, в смутной надежде, что завещание все-таки оказалось там. Он будет считать, что второе внушение по какой-то причине не сработало, а если бы мисс Гарт была в доме, он мог бы снова попытаться применить свою власть. Именно поэтому я попросил вас отправить ее из дома. Но где же вы нашли завещание? После всех наших поисков мне уже кажется, что оно не могло быть нигде в доме. Вот теперь мы переходим к практическим подробностям. Вы помните, я спрашивал вас о сарае, где ваш мастер на все руки держит инструменты. Сегодня в 6 часов утра я нанес этому сараю визит и нашел там очень приличный ящик с плотничьими инструментами.
Я выбрал несколько самых подходящих, отнес их к маленькой лестнице и снял проступь одной ступени, той самой, на которую опиралась поворотная дубовая панель. И вы действительно нашли завещание там, под этой ступенью. Значит, оно все это время было почти у нас под ногами. Да, именно там, где я и начал его подозревать еще прошлой ночью, когда осматривал тайник. Оно соскользнуло в довольно широкую щель у края лестничной доски, которая, если так можно выразиться, служила полом этой ниши. Дело в том, что проступь ступени не доходила до самой задней стенки тайника, и там оставался узкий просвет. Снаружи эту щель было трудно заметить, но пальцами я нащупал ее довольно быстро. Когда мисс Гарт в гипнотическом состоянии бросила завещание в тайник в субботнюю ночь, конверт скользнул прямо в задний угол и провалился вниз. Вот почему Меллис нашел нишу пустой, и вот почему сама мисс Гарт, вернувшись туда прошлой ночью под тем же воздействием, тоже нашла ее пустой. Вы видели ее ужасное нервное состояние, когда она не смогла выполнить приказ, который, видимо, преследовал ее изнутри. Это было страшное зрелище. Возможно, нечто похожее происходит с лунатиком, которого внезапно пробудили в опасный момент. Во всяком случае, теперь все это позади. Я нашел завещание под концом лестничной проступи, и вот оно. Если вы сейчас пройдете со мной к маленькой лестнице, я покажу вам место, куда бумага ускользнула из виду. Возможно, заодно мы встретим и мистера Мелиса. Он мерзавец. Жаль, конечно, что мы не можем наказать его как следует, потому что одного нашего понимания здесь, боюсь, мало. Боюсь, это невозможно. Где ваши доказательства? Даже если бы они у вас были, я не уверен, что закон легко признал бы ответственность гипнотизера за поступки его жертвы. А кроме того, даже если смотреть на дело совсем сухо, перемещение завещания из одной части дома в другую едва ли само по себе составит уголовное преступление. Зато объяснение, которое я вам дал, полностью объясняет тревожность мисс Гарт в присутствии Мелиса. Она, вероятно, смутно чувствовала его власть над собой, хотя не могла ясно понять ни ее природы, ни причины собственного страха. Более того, вполне возможно, что, обнаружив в ней легкую жертву, он уже прежде упражнял на ней свое влияние просто ради опыта. В книгах вы увидите, что гипнотизеру всегда легче воздействовать на человека, которого он уже однажды подчинил своей воле. Как и предполагал Хьюитт, в коридоре они встретили мистера Мелиса. Это был худой смуглый человек лет 35, с крупными костистыми чертами лица, немного сутулый и на вид совершенно уверенный в себе. Мистер Креллан взглянул на него с такой яростью, что на мгновение вся его старческая растерянность исчезла без следа. «Ну-с, сэр, и что вам здесь нужно? После всего случившегося ваше появление в этом доме требует объяснения». Право, мистер Креллан, это чрезвычайно странный вопрос. Этот дом принадлежал моему покойному дяде, и я, пожалуй, с не меньшим основанием мог бы спросить вас, что здесь делаете вы. «Я нахожусь здесь, сэр, как исполнитель воли мистера Холфорда и как человек, которому покойный доверил свои распоряжения». Назначенный завещанием, я полагаю. Или вы пользуетесь этим словом в каком-то более свободном смысле? «Да, именно завещанием, и я не вижу причины отвечать вам иначе». И это завещание существует. Позвольте уточнить, мистер Креллан, существует ли оно на самом деле? Дело в том, что мы сначала не могли его найти, и это действительно вызвало некоторые затруднения. Тогда что вы себе позволяете, сэр, называя себя исполнителем, если у вас нет завещания, которое давало бы вам такие полномочия? Покиньте этот дом. Если завещания нет, управлять наследством буду я. Но завещание есть, и этого достаточно, чтобы положить конец вашим притязаниям. Мистер Креллан на эмоциях зарычал от негодования и потряс документом перед самым лицом Мелиса. «Завещание есть, сэр. Я ведь не сказал, что мы так и не нашли его, не правда ли? Завещание есть, и вот оно, несмотря на все ваши дьявольские фокусы, на ваш мерзкий гипнотизм, ваши потайные ходы и все эти подлые уловки. Убирайтесь отсюда, сэр, или я прикажу выбросить вас из окна».
Мистер Меллис пожал плечами с видом совершенного равнодушия, но это равнодушие было слишком гладким, слишком тщательно надетым, как маска на плохо скрытое поражение. Если у вас действительно есть завещание, назначающее вас исполнителем, тогда, полагаю, формально все в порядке. Хотя я, разумеется, позабочусь о том, чтобы вы отвечали за любые неправильные действия. А поскольку я совершенно не понимаю вашего поведения, если только оно не вызвано чрезмерным употреблением спиртного, я оставлю вас». С этими словами он повернулся и ушел, сохранив внешнее достоинство человека, который не желает показать, что его застали врасплох. Мистер Креллан еще с минуту кипел от возмущения, затем повернулся к Хьюиту уже не с яростью, а с тревогой. «Послушайте, Хьюит, надеюсь, все в порядке с тем, что я прямо связал его со всей этой странной историей». Мы сейчас это увидим. Пойдемте и посмотрим на поворотную панель. Там должен остаться наш маленький ответ мистеру Меллису. Они прошли к маленькой лестнице, и Хьюит снова открыл тайную нишу в дубовой обшивке. Внутри лежал большой синий канцелярский конверт, и Хьюит спокойно поднял его, словно именно этого и ожидал. Видите, угол надорван. Он уже был здесь и открыл его. Это новый конверт. Я оставил его здесь сегодня утром и слегка подклеил угол, чтобы тот, кто захочет его открыть, непременно должен был его порвать. А вот что я положил внутрь вместо настоящего завещания. Хьюит громко рассмеялся и вынул из конверта смятый лист белой бумаги. Это, конечно, была детская проделка, но, признаюсь, при случае я всегда любил маленькую практическую шутку. Он протянул мистеру Креллану смятый лист. На бумаге крупными печатными буквами было написано всего одно слово. «Попался». Так закончилась эта странная история. Не призраком, не чудом и не вмешательством потусторонних сил, а холодным расчетом человека, который решил воспользоваться чужой слабостью и спокойным умом Мартина Хьюита, сумевшего увидеть правду там, где остальные видели только невозможное.